Всем привет, дорогие друзья, я Игорь, канал Алена Арвлог, и мы сегодня с вами поговорим немножко об такой легкой ностальгии по родине. У каждого из нас, естественно, она своя, потому что приехали с разных стран, все в Черногории. Она у всех проявляется по-разному, но она есть. Кто-то от этого страдает, кто-то не страдает. Но сколько бы я ни говорил, у каждого что-то вот такое проявляется. А в нашем случае, конкретно в моем, оно проявилось, вот, например, в гастрономии. Сегодня у нас с моими коллегами, вы уже знаете, мы по пятницам встречаемся в Будве с нашим кружком программистов Java, обсуждаем темы, общаемся. Вот. И сегодня у нас будет Java-вечеринка в стиле белорусском с, какое блюдо самое популярное у белорусов и легко готовится, да? Драники. Кроме драников, конечно же, у нас очень много всего, самое простое в приготовлении это, собственно, они. Поэтому мы не будем заморачиваться и просто их приготовим, пожарим. Я не буду вам тут рассказывать рецепт слишком сильно и томить тем, как я чищу картошку. Здесь вот сколько килограмма? 4, наверное, я уже начистил. Нам хватит, помимо самих драников. Мы-то еще с вами наконец-то расставим точки над «и» по вкусноте колбасы. Если вы помните видео, когда я вылетал из Минска, Алена там накупила всяких просмаков, потому что я не придумал, что с собой взять. А сегодня мы узнаем, смогут ли белорусы, и не только белорусы, россияне, украинцы, отличить по вкусу колбасу белорусскую от той, которая будет здесь местная продаваться. Слепая дегустация у нас будет, помимо драников. Вы обо всем узнаете, и поэтому смотрите до конца. А пока что, давайте готовить вместе эти драники. А насчет рецепта я, наверное, все-таки поспешил сказать, что я вас не буду утомлять им, потому что многие не знают, как это готовится. Надо знать. Надо знать один из самых простых рецептов драников, чтобы на скорую руку его приготовил. Вкусно, сытно, полезно. Все как и надо. То, что драники надо натереть на терочке, вы поняли. В общем, я тут дотру пару картофелин. Здесь, знаете, я предпочитаю, меня уже дедушка мой еще с детства научил, так сказать, к тому, что драники должны быть на крупной терке. Многие любят помельче, да, оно и так вкусно, и эдак вкусно. Здесь на любителя я предпочитаю все же на крупной терке. Здесь... в общем, во-первых, из детства привык, дед меня всегда готовил на крупной терке, наверное. И все равно на мелкой не перебилась эта привычка. Считаю, что так вкуснее драник получается. А вы напишите в комментариях, особенно кто из Беларуси, вы как предпочитаете, крупно, мелко натирать? И, конечно же, нам не просто картошка нужна, а с ингредиентами. Один из ингредиентов для драников с бульбы – это мука. Вот такую вот Алена выбрала муку здесь, говорит, хорошая. Класс, Сараево, златный пудр. К сожалению, не разбираюсь. А если вы, друзья, кто специалист по продуктам Черногории, уже давно здесь живет, напишите, хорошая, нехорошая, или может какую-то другую посоветуете, попробуем, но уже когда Алена приедет. Вот, в общем, нам сюда обязательно надо мука. Сюда сколько ложек? 6, наверное, столовых. На такой объем. На глаз, короче. Профессионалы белорусы делают все на глаз. Конечно же, друзья, куда же мы без яичек? В драники берите яйца и добавляйте. Потому что драники без яиц не скрепятся. Как это так вообще? У нас на кулинарных каналах, которые мы делали, конечно же, есть рецепт не только драников, там очень-очень много. Мы сейчас как раз с Аленой перезапускаем один кулинарный канал. Правда, он на английском языке. Он когда запустится, мы с вами его обязательно пошарим, чтобы вы посмотрели. А так подписывайтесь на Инстаграм, потому что много рецептов у нас, по крайней мере, у нас, у Алены. Я-то рецепты не сильно, как вы поняли, делаю. Все отлично перемешиваем. И соль. Соль обязательно не забудьте посолить. Друзья, еще одно новшество, которое я решил здесь сделать по отношению к нашим любимым белорусским драникам, это использование гриля. Мы обычно, конечно, жарим все на сковороде с маслом. Вкус здесь совершенно другой, и зато это еще и эффективно. Ладно, пускай жарится. Еще частично пожарю на сковородке и потом расскажем, потому что ребята будут впервые пробовать на гриле, какие вкуснее. В Черногории белорусской кухни, по-моему, вообще нигде нету. Только на кухнях, в квартирах, вот такие, как я, белорусы, пришли и сами себе что-то приготовили. То есть, простые рецепты, естественно, будут там. А уже вершаку, пячисто, да, это уже, мало кто отважится делать. Только простые блюда. А в ресторанах нет. В лучшем случае черногорские, где-то русская кухня даже есть. А даже белорусы, я знаю, открывают рестораны, но нигде в меню ничего нашего родного нету. Печалька. Не хватает, правда, немножко Беларуси даже в Черногории. Вот что можно было бы здесь улучшить и добавить. Ладно, пока эти жарятся, первая партия, пойдемте покажу, что за колбаса.
И что еще за просмаки будут? Ну, не то чтобы много. Наша же все-таки цель про Java поговорить, а не устроить аттракцион по угадыванию еды. В общем, Тисовецкая, Брестского мясокомбината колбаса будет маскироваться под неизвестную на МФскую. С ней будут соревноваться черногорские. Еще не купил, покажу, когда приду. Ну, и она будет не одна, там еще белорусская колбаса будет. Чипсы, я даже не знаю, с какими их... Как вообще возможно эти чипсы перепутать с какими-то другими. Я думаю, будет такое. Быстро спалит. Ну и зефир. Попросим ребят, угадают ли они вообще, что это зефир. Так, друзья, восхитительные драники в гриле выглядят вот так вот. Видите, ни капельки жира, чисто картошка под температурой. Ну и, конечно, параллели мы жарим на сковородке. А если кто-то делает драники на гриле, тоже пишите в комментариях, нравится вам такое или не очень. Так, друзья. Так, подожди, это первый блин комнатный. Нормально. И не дожарили, с одной стороны. В общем, друзья, как видите, мы тут и на гриле, и на сковородочке. Как мне уже мои коллеги сказали, говорят, не белорусы, раз вы крупную терочку. А мы с вами это уже в самом начале видео обсуждали. Пишите в комментариях, битва мелкая против крупной, драники, какие должны быть? Друзья, как говорил, сейчас будет битва чипсов и колбасы. И вот что Черногория противопоставляет нашим белорусским. Друзья, это черногорский, ни разу сам не пробовал, но сейчас оценят. У нас есть специалисты по чипсам. Черногорская Златиборец, я даже в Минске ее видел, она тут как и в элитном отделе продавалась. Сейчас вот мы сравним, насколько она элитна. И вот эта вот черногорская, даже не знаю, что это, впервые купил, Будимская кабасица, Ферминницана Сува кабасица. Сейчас мы все узнаем правду, и вы тоже. Друзья, очень сложная битва начинается. Чипсы Черногория против Беларуси. Здесь мы замаскировали непонятный десерт. Сейчас ребята, особенно те, кто из России приехал, скажут, что это такое. Да, а здесь 4 вида колбасы. Вы сейчас должны, ваша задача попробовать и сказать, какая из них номер 1, номер 2, номер 3, номер 4. А это драники. Драники тоже ребята никогда не ели, и сейчас они будут определять, какие вкуснее, на гриле или на сковородке. Ну что, погнали? Какие? Большие побеждают? Тебе большие, длинные побеждают. А тебе какие? Какие ты выбираешь? Я еще не распробовал. Еще пробуешь. Так, тут дальше пробуют, дегустируют, потому что... Друзья, говорят, сложный выбор, конечно же, не могут распробовать. Но кое-кто уже сразу же определил победителя. И я не могу поверить, что их никогда не пробовали. Мне кажется, ну, везде они должны быть. Видите, с чипсами такая история. Говорят некоторые наши участники, что их нельзя сравнивать, но остались в основном вот эти чипсы, а эти все съедены. И... Ну да, вот исправляется ситуация. Чипсом однозначный победитель. Это белорусские чипсы. Почти все признали, что вот эти чипсы вкуснее все, но только один участник сказал у нас, что он не может определиться, и те вкусные. В общем, наши эксперты все распробовали и рассказали. Итак, друзья, в общем, вот эта колбаса, вы помните, да, белорусская, она самая вкусная. Больше всего голосов на первом месте было у нее. Один раз проголосовали за вот эту колбасу, а это черногорская. Вот эта колбаса оказалась неплохой. Это второе место все-таки, да. То есть не такая уж и плохая после белорусской этой. А вот эта колбаса, которую вы помните, квадратную мы резали, это мясо, оно не совсем честно сюда попало, затесалось мяско, вот, но... Поэтому, возможно, оно чаще в аутсайдерах, либо третье, либо четвертое место. А вот эта колбаска, Златиборец, самый аутсайдер. Ну и напомню, в Минске она у нас продавалась в самых элитных полках, но вот уже не выдержала честной конкуренции. Оказывается, наша обычная белорусская колбаса все же вкуснее. Это десерт. Самый сложный конкурс у нас сейчас есть. Угадать, что это такое. Друзья, с зефиром оказался полный провал, потому что он есть в России, его сразу же спалили. Сказали, вкусный десерт, зефир. Не удалось сделать секрета из нашего зефира. А в Черногории нет. Ну, не с чем его сравнивать, потому что, в общем... Он уникальный. В общем, друзья, вот такой у нас сегодняшний Java вечер. И я еще хочу сказать, что вот мне уже, ну не в первый раз, многие пишут и спрашивают, как войти в IT. Я вам скажу, что если вы в комментах напишите, ну не знаю, человек 10 хотя бы соберется, напишите, кто хочет узнать, как войти в IT, получить, пообщаться со мной на стриме, пишите в комментариях. Человек 10, если наберется, мы сделаем отдельный стрим на канале IT Kava, и я отвечу на ваши вопросы, расскажу все это, потому что, ну, мне есть что рассказать, потому что я сам айтишник, как вы, если кто-то вот давно подписан, то он об этом знает. Друзья, и всем тем, кто нас поддерживает лайками, комментами, кто давно-давно подписан, от меня и сегодня даже от Олесика, сердечко из центра Будвы, как обычно в последнее время. До встречи в новых видео.